Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Телец на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз, что ждет до конца мая, события и неожиданности до конца месяца в вашей жизни. Вот давайте узнаем, что же там случится и произойдет. И, возможно, это будет для вас стремительно, внезапно. К чему все идет? Зададим и такой вопрос, что будет продолжаться. Но несколько переиграла саму палитру нашего расклада. И у нас сегодня 3 колоды. Так вот, мы первым делом с вами достанем 2 карты и зададим вопрос. Сбудется ли ваше желание? Осуществится ли задуманное до конца мая? И должна сказать, не торопитесь, я достану 2 карты. Не торопитесь выбирать, пока вы слушаете расклад. Вполне вероятно, концепция вопроса поменяется. Или вы поставите интересующий вопрос несколько иначе. Допустим, как вариант, если я поступлю каким-то одним образом, сбудется, не сбудется, каковы варианты решения, да, этой темы. Ну, или как-то поступлю иначе. Вы можете, допустим, спросить у карт совет. Если, опять же, поступлю как-то определенным образом или по-другому. Ну, может быть, это связано с личной жизнью. Ну, короче, сколько людей, столько и вариантов. И на колоде Ленорман мы продолжим задавать конкретные вопросы в надежде, что мы с вами получим конкретные ответы. И первое. Так что же будет? Неожиданно. Что нельзя будет как отмахнуться и сказать, а не, показалось, да? Возможно, что вас удивит? Или что будет стремительно? По крайней мере, в какой сфере может быть жизни? Да, узнаем. А что уйдет? Что завершится до конца мая? Ну и, соответственно, а что придет взамен? Причина, следствие, какая тут перемена? И все же зададим вопрос, что будет в вашей жизни меняться? С чем? С кем будут связаны перемены до конца мая? Следующая наша карта. К чему все идет? Или что будет продолжаться? И последняя. Приятный сюрприз. То, чего вы не ждете, о чем вы не предполагаете, но именно с позиции приятности, что вас будет, мои дорогие тельцы, радовать. И оставим на потом, а сейчас приступим узнавать, так что же там стремительно, неожиданно, внезапно для тельцов. Букет, подарок, признание в любви, мои дорогие. Какая-то важная весточка, важное предложение. Может быть, это связано... Все же тут у нас тюльпан. Это колода Ленорман Чиро Маркетти. Он известный знаток древних символов и разных символов. Да? Вот эта тюльпаномания, которая века тому назад присутствовала в жизни людей, даря тюльпаны в зависимости от цвета, этот человек уже хотел что-то сказать. Здесь как послание. В целом послание, которое может означать, ну да, тут у кого-то и по части все же личной жизни. Но, может быть, это больше ваша личность, потому что соответствует даме пик. Это правда какая-то неожиданная возможность, хочется сказать. Возможность именно. Какой-то шанс, мои дорогие. А вот очень интересно, давайте немножко так раскроем. На 3-й колоде. С чем это связано? Что же это за приятная такая возможность, неожиданность? Но все же это может быть от конкретного человека. А посмотрите, вроде есть возможность, а телец на выборе. Как будто вы можете себя даже останавливать и говорить: стоп, вот в этом моменте, когда вы что-то услышите, получите, или пусть это будет разговор, какой-то важный контакт. С одной стороны, это карта хорошего настроения и вдохновения. С другой стороны, вот 7 чаш, да, кажется очень близко, а нужно выбрать что-то одно. И как будто нельзя ошибиться. Пажи тоже вестники, мои дорогие. У кого-то из вас буквально это новость от ваших детей, может быть, даже взрослых детей. Для кого-то из вас это... И это очень, кстати, символично. Я приглашаю вас на свой сайт прочитать гороскоп до конца мая. И здесь может быть такая перезагрузка, буквально перезагрузка. И я бы даже очень рекомендовала какой-то свой проект, по крайней мере, в районе до середины месяца, потому что 16 мая – это новолуние в вашем знаке, мои дорогие. Новолуние, да, это уже новая луна, и мы говорим, это уже новые планы, это какая-то новая концепция.
Но вообще для вас где-то в середине месяца волшебное время записать свои желания. Записать то, что вы хотите осуществить. Более того, носите какой-то маленький блокнот, чтобы записывать свои собственные мысли. Вполне вероятно, вам это спустя какое-то время пригодится. Но переиграть, переиначить, да, что-то изменить будет очень как благодатная почва мая. Или развить какой-то новый ресурс. Или видоизменить что-то, может быть, в плане финансов. Попажу это начало еще символизирует, поэтому у кого-то из вас начало нового проекта или нового способа получения денег. Тут прям посмотрите, что волшебно. Сейчас колесо фортуны, как фортуна, удача на вашей стороне. Но вот баланс придется держать. И может быть такой сложный баланс какой-то девушки, 2 кубика как будто на груди, а сама она на цыпочках на одной ноге. А все колеса в разные стороны вращаются. Вот попробуй удержаться, да? А еще это карта скорости. Может быть, телец бы сел и так начал считалочку, да? Считать, как в детстве. Что же тут выбрать, какую чашу? А тут, знаете, как одна новость приходит, а может быть и так, что следом прилетает какая-то вторая, вас как будто подталкивая к какому-то решению. Тут сами обстоятельства могут меняться, старший аркан. Тут может быть совпадение, когда и внешняя какая-то обстановка, ситуация внезапно так складывается, но у вас как будто к этому один выход. Или какое-то уже предложение, которое было днями раньше или когда-то там раньше, да? И вы понимаете, может быть, раньше бы я раздумывал или раздумывала, а тут, елки-палки, что-то делать надо. Я надеюсь, все понимают мой сленг. Тут именно пространство как будто вынуждает тельца перейти от переосмысления какого-то к действиям. Давайте узнаем вторую карту, откроем. Так что же уйдет? Что завершается? Вот хочется сказать, пусть себе идет, потому что по этой карте разрозненная информация. По этой карте какой-то хаос в нашей жизни. Путаница. Путаница может быть даже с людьми. Я не имею в виду личную жизнь, хотя, в принципе, допускаю. Здесь может быть, знаете, такая история в мае месяце, когда у людей что-то меняется, меняются их планы, меняются какие-то важные принципы, концепции. Вот это не исключено. Вы даже от одного человека можете получить одну информацию, потом спустя время получите что-то противоположное. Но это все уходит. Очень часто по этой карте мы говорим сплетни, да? Или, ну вот, сорока на хвосте принесла. Может быть, уходит вот какая-то разрозненность, уходит какое-то несогласие, уходит, может быть, отчасти заинтересованность, но это только, знаете, как тот интерес, который сегодня есть, а завтра закончился. Ненадежность, мои дорогие, в первую очередь. И пусть идет. Давайте мы достанем дополнительную карту, с кем это связано. Может быть, нам. Ну, точно пусть идет. Ничего больше мы не достаем. И правда, прочитайте мой гороскоп, который я на сайте опубликовала. Вы знаете, у вас май – это время вашей силы. Вы будете видеть, что в течение мая, знаете, вот ваша жизнь, она какая-то будет более правильная, как вот точно с правильной ноги. И в мае, вот почему, может быть, важно записывать идеи или даже не остановиться, да, вот на достигнутом, как сел и вроде рассупонился, расслабился, а все равно вот что-то просчитать. Вы можете тут просчитывать, начиная от режима труда и отдыха, кстати. У кого-то из вас может быть такое серьезное намерение, которое вы осуществите, кстати, в мае, как здоровый образ жизни, смена имиджа, да, или когда вы, ну, вообще что-то захотите, как концепцию менять. Вам вот какое-то прежнее состояние просто надоело. Состояние боли, состояние, может быть, когда много работать приходилось, состояние ненадежных людей. И оглянувшись назад, вот та конфигурация сложного периода жизни, который у вас длился буквально с января месяца, в мае отступает. Пусть идет. А что придет взамен для моих любимых тельцов? Но, видимо, компромисс какой-то придется делать. И это стремительности, неожиданности, внезапности. Лилия. Лилия – это символ чистоты, искренности. Я не могу сказать, что это про страстную любовь. Опять же, еще у нас цветы.
И Чиро Маркетти изобразил такой двойственный рисунок. С одной стороны живые цветы на фоне витража, а на витраже точно такой же букет лилии. Поэтому вполне вероятно, что придет замен. Какая-то история, которая вам хорошо знакома, но она теперь с каким-то новым эквивалентом, новым смыслом. Здесь у нас соответствует королю пик. Может быть, это будет связано у кого-то с конкретной персоной. И вполне вероятно, что это для кого-то из вас, мы все разные, перекладывайте на себя. Кстати, на дне колоды обнаружила туз жезлов. Правда, какая-то новость. Туз жезлов, часто я говорю, делит нашу жизнь на период до и после. У кого-то это будет связано с решением конкретного человека. И для вас это может быть неожиданно. Но и неожиданно это может быть, потому что какие-то внешние события вас подталкивают, как для себя что-то видоизменить. Ну, давайте узнаем все-таки, да, что же придет взамен. Кто или что? Для тельцов, что придет взамен, кто придет? Но вы сами откуда-то уходите, вы сами что-то завершаете, вы сами все меняете. Вот как будто нужно даже, да, воспользоваться этой доброй энергетикой, потому как девушка, посмотрите, она находилась возле вот этого очага, чаша с огнем. Но теперь она уходит, потому что наступило время идти к натуральному светилу, дорога к солнцу. Карта четко говорит, что тебе как будто так сложатся обстоятельства, не сможешь или не захочешь так, как прежде. К чему все идет? Победа. Ну, прям буквально у кого-то из вас победа по работе. Может быть, это решение каких-то финансовых вопросов. Может быть, это какие-то правильные договоренности с конкретным человеком. И опять же, тут концепция ваших достижений, а у кого-то это может быть и через личную жизнь. Но больше, конечно, жезлы, дела, работа, бизнес и откуда к нам приходят деньги. Но здесь может быть и союз двух людей, когда, пусть у другого человека что-то меняется. Тогда для вас, мои дорогие тельцы, будет какой-то нюанс, который вам во благо, который вам для победы, который вам в пользу, буквально так. Вот очень интересно, а что же будет меняться в жизни тельцов? С чем, опять же, с кем связаны эти перемены, сами по себе перемены? Ну вот то, что мы говорили, с любовью. Это карта сердца, но тут два лебедя. Правда, договариваться придется. Может быть, и вам самим, мои дорогие тельцы, придется где-то себя, вот так вот, очень рационально. Может быть, с бумагой, или я имею в виду с ручкой, какой-то тезис-план для себя просчитывать буквально. Если поступлю так, что я получу, а если как-то по-другому, каковы мои возможности окажутся, давайте узнаем, как изменится ваша жизнь. Как она изменится. Не говорят четко карты, но две карты – любовь, искренность, стабильность, надежность. Изобилие, где-то процветание в подтексте идет, потому что королева пентаклей. У кого-то, правда, проиграется личная жизнь. Личная жизнь или вопросы дома. И королева пентаклей – это та, которая из любого бардака и хаоса умеет настроить порядок, создать благополучие с нуля, может быть, из щебня, из руин. И я понимаю, что у кого-то, может быть, сейчас очень сложная ситуация, но тут именно к стабильности, к порядку, к надежным людям, с какими-то благоприятными переменами у вас будет связан май месяц. Нечего добавить. К чему все идет? Что будет продолжаться? Ух ты! Ну это надо же, посмотрите, парные карты. Личная жизнь меняется. Может быть, какие-то вопросы, которые касаются дома. Может быть, это будет связано даже с переездом, потому что у нас аисты. Для кого-то это подготовка к поездке. Для кого-то из вас, что будет продолжаться. Тут будут продолжаться, посмотрите, лилия, букет тюльпанов, мы говорили, и две птицы. Причем те птицы, которые означали вот именно какой-то бардак, хаос, искаженную информацию или такую, знаете, разношерстную информацию.
И люди точно такие же ненадежные. Это в позиции все уходит вместе с тройкой мечей. Поэтому прощаемся. Прощайтесь прямо сейчас, мои дорогие тельцы. А вот приходит что-то другое, несоизмеримо доброе, что-то искренне хорошее. И для кого-то из вас, может быть, это как и вопросы дома, когда дома самому или самой очень комфортно. Это где-то отзывчивость ваших близких. Но для кого-то ведь история любви. Или когда вы можете разобраться по отношениям, даже если у вас сейчас есть какие-то пункты, которые напоминают как игру без правил. Или словно дорога в сумерках каких-то. Но здесь вот что будет продолжаться. Может быть, и вы будете именно в мае вплотную подойдете к тому, что я должен или должна окружить себя только надежными людьми. Но улыбок у вас будет в мае на вашем лице, спокойствия и уверенности значительно больше, чем в предыдущие месяцы. И я даже вот ориентируюсь на гороскоп, который не имеет отношения к картам. Но где-то карты это повторяют, это правда. Хочется открыть следующее. Приятный сюрприз, который вы не ожидаете. Перемены, мои дорогие, вообще волшебно. Кстати, десятка пик – это где-то может быть неожиданно возникший ваш интерес. Интерес, которого прежде не было. Или интерес к работе. Туда хочется сказать, потому что телец чаще всего это деньги, ну, понятно, работа, потому что тельцы – это труженики. Но это ведь может быть взаимодействие. Опять же, взаимодействие с каким-то человеком. Более того, корабль, один из символов Меркурия, а Уран у нас в Близнецах, а у вас теперь он оказался во втором доме гороскопа, это материальное благо, да? За это второй дом гороскопа отвечает. Так вот, кто-то из вас поймет, что да, вам куда-то нужно съездить, вам нужно с кем-то встретиться. Может быть, это и будет какая-то важная встреча, вполне вероятно, а для кого-то планируемый переезд. Но значит, в мае, мои дорогие, для перемен есть то, что вдохновляет вас. И не просто вдохновляет, а остальные карты говорят, что вот как были какие-то заминки, проволочки, какие-то преграды, барьеры, это уходит. Постарайтесь сделать как можно больше в мае. Может быть, и придется вам тут где-то проводить такие сложные параллели, я этого не исключаю. Может быть, вы уже от чего-то даже отказались, да, все же. Здесь вот эта двойственность в лилиях присутствует. А как будто тут вот нужно воспользоваться каким-то шансом, потому что это будет означать победу. Сама, наверное, природа, пространство, вселенная, небеса, назовите как угодно, пытаются изменить вашу жизнь к лучшему. Но давайте узнаем теперь, сбудется ли ваше желание, кто что задумал. И если будет так непонятно, мы, конечно, достанем дополнительные карты. Итак, первый вариант. Осуществите ли вы задуманное? Семерка пентаклей, вот как раз 50 на 50. Как будто за этим проектом нужно еще ухаживать. В той мере, если вы поставили вопрос как-то однозначно, да, пусть и тут можно по-разному. Ну, допустим, откликнется ли человек какой-то, да, или откликнуться ли с работы, например, да, если кто что ждет. Иногда бывает по этой карте регламент, да, какое-то время, может быть, проходит. И я не могу сказать, что вот, да, до конца мая это будет в такой конфигурации, как вы это себе представляли. Как будто потребуется вас, ваши действия, как будто ухаживать за этим проектом, ухаживать за союзом, продолжать какое-то общение. Но пока карта не дает на 100% решения вопроса. Давайте сразу откроем второй вариант. Пятерка пентаклей. А второй вариант как будто больше говорит о том, что, ну нет, так вот не пойдет, потому что это всегда карта недостатка. И не достает вот в вашем втором варианте элемента во взаимопонимании раз, и не достает финансов, может быть. Конкретная какая-то финансовая брешь кто-то загадал. Если вы загадали, смогу ли я какой-то вопрос, допустим, закрыть по финансам, то по этой карте, да, тут нужно что-то закрывать. И действовать всегда пятерка говорит нужно, потому что это мелкая карта. Для вас это не есть какая-то непреодолимая задача. Нет. Но вот как действовать? Давайте немножко
на другой уже колоде мы с вами раскроем. Итак, по первому варианту, сбудется ли ваше желание? Здесь 50 на 50 у нас. Так вот, сбудется. Или что вам нужно предпринять, потому что тут вот ухаживать нужно. Вам нужно, вот смотрите, во-первых, это будет зависеть от получения какого-то известия. И может быть это та история, которая, ну, должна произойти в жизни каких-то людей. Или должны так сложиться обстоятельства. Может быть это вам какой-то период приходится самим еще в мае проходить, когда что-то нужно завершить. И прежде чем вы, может быть, завершите это, потребуется, опять же, ну, несколько развить проект. Или, ну, может быть, и, кстати, подождать. Ну, давайте еще спросим, достанем карту. Туз кубков и туз мечей. Вы знаете, у кого-то из вас, вот правда, желание по первому варианту исполнится, но не буквально завтра. Потому что два туза. С одной стороны, туз мечей, вы слышите часто, я говорю, выход из лабиринта. И следующая карта – туз кубков. Карта радости, карта счастья, исполнение желаний, по сути дела. Но это есть какая-то новая точка отсчета. И вот пока эта точка не произойдет, или вы сами до нее не дойдете, а если вы загадали на человека, пока у человека там, может быть, тоже что-то не изменится, или, как знаете, какое-то время X не наступит, то тут вряд ли будет, ну, какая-то окончательная концепция, решение, принятое какое-то мнение, может быть, общее или какая-то договоренность, но опять же, у кого с чем связано. Поэтому, может быть, и семерка пентаклей, к примеру, вы ждете получить какой-то документ. Тогда, мои дорогие, возможно, это будет не в мае. Но как будто это произойдет. Может быть, это будет июнь, может быть, июль. Но вот как будто первое желание у вас, как будто оно все равно имеет место быть. Ну, давайте раскроем. А что это за пятерка пентаклей? Зачем она вообще моим любимым тельцам нужна, да? Но, тем не менее, что выпало, то выпало. Не подгоняем карты, а пытаемся для себя какие-то ориентиры получить, правда? Рассматриваем наши карты с позиции позитивной психологии. Ну и здравого смысла, куда ж без него. Так сбудется ли по второму варианту желание? Как тут? О, король мечей. Может быть, это у кого-то платеж, который такой важный платеж в каких-то инстанциях, да? А может быть, это связано с человеком и договоренности. Возможно, у кого-то ситуация с законом, мои дорогие. Тогда карта будет говорить тебе, как будто и закон, вот да, взаимопонимание. Может быть, тебе придется по этому вопросу осуществить куда-то поездку, ну, может быть, и недалекую. Встретиться с людьми, чтобы распытать, как вот этот вопрос, разузнать, как в отношении вас работает закон или работают какие-то приказы, положения. Вам явно тут бездействовать нельзя. Может быть, и менять какую-то финансовую историю тоже приходится, но и с другой стороны – нужно понимать, как на каком вы свете находитесь, как именно с позиции закона в отношении вас работает какой-то момент. Или, может быть, прояснить что-то, то, что связано с человеком, что это еще, сбудется ли ваше желание. Но тут вы тоже посмотрите, что первый, что второй вариант. Это не так быстро, не так просто, мои дорогие. Здесь как заминка, может быть, и какое-то время есть X, я говорила, по первой задуманной ситуации. Но, посмотрите, король мечей и императрица. Тут персоналии идут, я бы сказала. Может быть, одна из карт – это где-то вы и задуманная женщина. И неважно, что король мечей, да, но, может быть, и правда кто-то задумал на человека, который рожден под знаком зодиака, стихии воздуха, близнецы, весы, водолей, или имеет там асцендент. И ваша карта императрица все же тут больше про образ Венеры именно идет. Поэтому, может быть, и вы, неважно, мы уже по полу не рассматриваем эти карты. Но, значит, тут все равно что-то будет продолжено. Но как будто двум людям нужно найти взаимопонимание. Или вам нужно понимать, мои дорогие тельцы, как в отношении вас работает закон. И я должна сказать правду, вот продумайте. Здесь и договоренности мы не отменим, и контакты не отменим. И вот если неправильно, и тут-то ведь два туза, да, пусть это не персоналия,
А может быть, это вот та новость или какой-то действительно документ, который вот так вот прямо с наскока не получишь, а какой-то регламент существует. Есть возможности решения темы. И, видимо, вот эта карта «Приятный сюрприз», она вам не случайно выпала. Вы зависите, видимо, от перемен, тех, которые происходят, или обстановки, которые вокруг вас. И то, как вы сейчас думаете, да, вот как ваш ход мыслей. Приготовьтесь, мои дорогие тельцы, скорее всего, вы измените свое мнение. Я не исключаю, что карты нам могли показать, как вот сейчас у вас этот вопрос стоит на повестке дня, а через какое-то время он как нивелируется. Вам уже будет не он важен, а что-то другое. Или так меняются обстоятельства. Вот я, кстати, тоже этого не исключаю. Как будто вот некоторый элемент такой доброй трансформации в течение мая происходит и в вашей жизни. Видимо, будьте к этому тоже готовы. Будьте открыты этим переменам, будьте открыты всему новому. И, может быть, пройти по ситуации, как я часто говорю, в мае вам и придется. Но тогда бонусов вы получите значительно больше. Есть победа, да и фортуна сейчас на вашей стороне. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы. А я благодарю за ваши душевные, искренние комментарии, за то, что вы смотрите мои видео, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте публикации на моем сайте и ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда. Все карты об этом.